Приветствую вас, и сегодня хочу предложить расклад про движение Марса в ретро направлении. У нас предстоит декабрь, январь и февраль. Это период ретро-движения планеты Марс. А если мы возьмем в учет ретро-петлю, то бишь это более объемный показатель, тогда мы учитываем события с начала 5 октября и по 3, 4, 5 мая. Этот период связан с разворотом Марса в ретро-движение и прохождение 3 раза по одному и тому же аспекту в ваших натальных картах. И, соответственно, давайте посмотрим, для кого что это может означать, какие события ожидаются. И я предлагаю вам загадать от 1 до 5 показателей, от 1 до 5 цифр, согласно вашему направлению. Итак, загадайте цифру от 1 до 5. Как вы думаете, какой расклад будет соответствовать описанию ретро-движения Марса по вашим данным, по вашим натальным картам, и что для вас будут советовать карты, высшие мастера, вознесенные высшие духовные мастера, учителя, ангелы, архангелы. В первую очередь давайте посмотрим, какие основные события ожидаются для вас по этому развороту. Расклад состоит из 3 карт для каждого показателя. Итак, для тех, кто выбрал цифру 1, для вас расклад такой. Выберите спокойствие. Следующая карта. Пишите. И последняя карта. Выдайте секрет. Напишите письмо. Напишите ваши мысли, ваши переживания, ваше состояние. Опишите его. Понимаете, что в данный период для вас и в этой ситуации для вас, связанной с разворотом Марса, лучше выбрать позицию гармонии и спокойствия. Не пытаться продавливать, не пытаться как-то проявлять гиперактивность, гиперсилу, не пытаться, скажем так, проявлять гиперэмоции и уметь их контролировать, и выбрать более спокойную позицию, более гармоничную позицию. И также для вас рекомендация: напишите больше, занимайтесь, возможно, передачей информации в этот период именно в формате письма. То есть можно завести дневник, можно писать письма, да, можно и вообще переписываться в этот период с человеком или с людьми, или вы будете переписываться больше с людьми в этот период, чем общаться напрямую. И старайтесь, опять же таки, не подавлять никаких секретов внутри себя. Это будет помогать вам пройти этот период наиболее гармоничнее и безопаснее. Для вас совет и рекомендация от архангелов, как поступать в это время, в этот период. Кристально чистое намерение. Сохраняйте кристально чистое намерение. Проанализируйте ваши намерения. Архангел Михаил, ясно сознавайте собственные желания и будьте непоколебимы в своей вере. Осознавайте свои желания. Пусть ваши намерения будут чистыми, пусть они будут искренними, пусть они будут более гармоничными по отношению ко всем, кого касается это желание, это событие. И
постепенно, спокойно достигаете своих целей в период движения ретро-Марса, но при этом выбирайте спокойную позицию, гармоничную, контролируйте свои эмоции и старайтесь больше доносить информацию посредством письма и не утаивать секреты внутри себя. Такой расклад для вас, и мы переходим ко всем, кто выбрал цифру номер 2. Что же для вас значит период ретро Марса? Как он будет проходить для вас? И что необходимо сделать? Что будет основное для вас? Очистите и защитите свою энергию. Практикуйте энергетические практики очищения. Предложение мира, а также абстрагируйтесь от драмы. Все, что бы ни происходило в вашей жизни в этот период движения Марса в ретро-направлении, постарайтесь поддерживать чистоту своих энергетических тел, своих энергетических центров. То есть практикуйте энергетические практики на очищение. Записывайтесь ко мне на чистки, если у вас есть желание и возможность. Об этом детальнее вы можете узнать, написав мне комментарий и оставив свой электронный адрес, либо перейдя по ссылкам на мои социальные сети в Инстаграм, в Телеграм, Фейсбук, на мои каналы. Соответственно, поддерживайте чистоту вашей энергии, защищайте и оберегайте ее. Предложение мира. Выберите мирную позицию в этой ситуации, в которой вы оказываетесь или оказались уже, или окажетесь. Постарайтесь не проявлять агрессию, не быть зачинщиком конфликта. Постарайтесь, наоборот, выбрать позицию мира и более миролюбивое разрешение ситуации. Понимайте, что ваши мысли и ваши эмоции порождают определенную тенденцию. Это тенденция конфликта, либо гармонизации и мира. Какую вы выбираете позицию в ваших мыслях в том числе. И также абстрагируйтесь от драмы. То есть ситуация будет достаточно, может быть, давайте будем говорить не будет, а может быть достаточно напряженная психоэмоционально в первую очередь для вас, да, но ваша задача поддерживать, во-первых, чистоту своих энерготел, своей энергии в принципе, да, своего тела в чистоте своих энергоцентров, соответственно, интуитивных каналов, и выбирать предложение мира, то есть не выбирать вовлечение в драматические ситуации, да, в драму, в погружение, в психоэмоциональный вот этот круговорот негативных эмоций, а наоборот выбрать не сопротивление либо конфликт, а выбрать более гармоничную позицию. И посмотрим, какой совет для вас от ангелов-архангелов на этот период. Интересно, что в этот момент, когда я давала для вас трансляцию, также мимо прошел какой-то молодой человек, мужчина. Тоже для вас это знак. Опять же, Марс — это мужчины, ретро-движение, возможно, это взаимоотношения или возврат к бывшим отношениям, если это смотрят женщины. Если это мужчины смотрят, возможно, для вас следует обратить внимание на ваше состояние в молодом возрасте, возможно, взять оттуда идеи, инсайты для того, как жить сейчас. А возможно, немножко позаботиться о себе и своем будущем, и не занимать позицию, скажем так, инфантильности и безответственности. И совет для вас, психолог от архангелов. Архангел Азраил. Вы прирожденный психолог, и многие люди получают пользу от советов и моральной поддержки. О чем говорит этот совет? О том, что в этот период
Вы можете обратиться к психологу, вы можете обратиться на консультации а, к энергоцелителю, к психологу, к психотерапевту. Вы можете обратиться на консультацию к астрологу, к нумерологу. Выбирайте того мастера, к которому у вас идет отклик. Вы можете записаться ко мне на консультацию. Вы выбираете, скажем так, обычно подобное выбирает подобного, да? То есть, соответственно, если вам откликается какой-то мастер, запишитесь к нему на консультацию, пообщайтесь на тему вашей ситуации. Понимаете, что, возможно, уже пришел возраст для вас, либо период, когда вы сами можете давать советы и рекомендации для людей. Возможно, вам следует записаться на обучение, поступить в институт, связанный с психологией, психотерапией, либо другими направлениями, потому что я считаю, что как в астрологии, в нумерологии, также в энергоцелительстве везде присутствует сфера и тема психологии. Мастер должен обладать этим пониманием, этим знанием, тогда он действительно транслирует благотворное, скажем так, развязку той ситуации, в которой оказывается человек, а не просто обозначает показатели, которые есть, да, в транзитах, либо при натальных показателях, при натальном рождении. Такой совет для вас. Выбирайте для себя свое направление, делитесь ценными советами с близкими и нуждающимися людьми, потому что эти способности есть внутри вас, и вы можете транслировать эту информацию для других во благо. А мы переходим к следующему показателю. Это все, кто заказали или загадали цифру 3. Итак, для вас расклад на период ретро Марса. Прекрасный бриз, прекрасный вид на залитое солнцем море. Красивые впереди острова, корабли даже в некоторых местах видны. Шикарный вообще вид здесь, мне очень нравится. Я нашла красивое место возле заброшенного дома. И здесь тихо, спокойно и очень гармонично. Хорошие потоки эфира также чувствуются здесь сейчас. Давайте посмотрим, что для вас на период ретро Марса дает, какие задачи, какая будет ситуация, что для вас говорят карты. Итак, первая карта — это продуктивность. Будьте продуктивны, будьте эффективны в своих действиях, планируйте и действуйте согласно запланированным задачам, согласно простроенной стратегии. Если стратегия есть, классно, двигайтесь по ней. Если нет, вы можете записаться к лайф-коучу, вы можете записаться ко мне, если хотите. У меня есть отдельное обучение по выстраиванию, точнее, я его называю бизнес-интенсив, для выстраивания стратегии личностной, и этот интенсив проходит достаточно насыщенно, активно, все получают результаты очень крутые, поэтому, если у вас есть желание, напишите отдельно. Также для вас показатель карта отец, муж, брат, сын. Это говорит о том, что мужчина будет иметь фигурирующую роль, занимать фигурирующую роль в период движения ретро Марса, и это может быть ваш отец, это может быть муж, это может быть брат, сын, либо близкий вам мужчина, знакомый какой-то очень близкий для вас. И у этого человека, возможно, также будут проходить события, и, соответственно, либо этот человек будет помогать вам, либо вы можете обратиться к этому человеку, к этому мужчине за помощью. Если вы мужчина, то тогда возьмите на себя обязательства согласно вашей роли. Кем вы являетесь? Вы отец, вы муж, вы сын, вы брат. Кто вы? Какая ваша позиция? Вы студент, вы работник, или вы владелец бизнеса собственного? Кто вы? Возьмите ответственность за ту роль, в которой вы находитесь сейчас, и будьте продуктивны в этой роли. И третья карта — это очищение. Очищение. Вычистите все завалы, которые накопились. В период ретро Марса также
гармонично и благоприятно для всех, в принципе, заняться вычищением всех тех завалов, которые могли сформироваться в бизнесе, в состоянии вашего здоровья, в взаимоотношениях с противоположным полом, возможно, в ваших мыслях. Возможно, необходимо вычистить свой организм и заняться активными тренировками и привести тело и дух в порядок. Очищение – это, конечно, энергетические практики, очищающие. Вы можете также записываться ко мне на сеансы очищения и восстановления энергии. Об этом отдельно. Если хотите, напишите мне, я дам описание. Итак, для вас рекомендация от архангелов. Любовь. Классно. Архангел Самуил. Я помогаю вам установить духовную связь с родственной душой. Очень интересные рекомендации. То есть сохраняйте любовь внутри себя. Возможно, это любовь по отношению к этому мужчине. Возможно, любовь к своей мужественности и проявить свою мужественность, соответственно, в этот период. Возможно, это любовь, которая может быть проявлена по отношению к вашему делу, к вашему бизнесу, который вы, возможно, начали ранее, либо хотите начать. Я не советую начинать бизнес, открывать новое дело в период ретро-Марса. Это не очень благоприятное время. Не будет достаточно энергии, и, скажем так, природа не будет помогать для развития. Но можно завершать, и можно также заниматься какой-то коррекцией, да, перепланировкой, изменением стратегии того бизнеса, который уже существует. Итак, мы идем дальше. Для всех, кто выбрал цифру 4, для вас выпадают карты. Классно. Уравновесьте карьеру и личную жизнь. Это первая задача, которую необходимо сделать в этот период. И в чем могут происходить события. Вы точно чувствуете данную ситуацию. И, соответственно, волна процветания, третья карта. Очень классный расклад у вас. На самом деле, если мы вспомним колесо гармонии, мы понимаем, что в нашей жизни есть не только наша работа, наша карьера, в нашей жизни есть не только наши друзья, в ней также есть наши родители, наши родственники, в ней есть наши партнеры, мужья, жены, в ней есть наши дети, в ней есть наши хобби, увлечения, также есть всевозможное развитие интеллектуальное, физическое, духовное, да, энергетическое. У каждого направления есть определенные задачи для реализации, насколько вы восполняете все сферы вашей жизни, насколько вы ими всеми занимаетесь. Не будьте зациклены только на чем-то одном. То есть здесь задача уравновесить карьеру и личную жизнь. Это в двух словах. А если мы возьмем в общем, это говорится о том, что понимаете, что ваша жизнь состоит из многих граней. Вы как алмаз, да, как бриллиант, который состоит из большого количества граней. И ваша задача развивать каждую сферу вашей жизни, не оставлять ее на потом, не оставлять на самотек. Понимаете, что то, что вы начинаете, это ваше детище, это ваше творчество, это ваш проект. И неважно, это семья, это карьера, работа, это какое-то творчество, какое-то хобби, это изучение какой-то книги, это какая-то поездка, да, это ваш день рождения. Мы очень многие планируем досконально и очень тщательно каждый день рождения, но и создаем его, соответственно, творим этот день, да, но мы не всегда тщательно творим и планируем нашу жизнь или какую-то сферу нашей жизни, а вообще этим необходимо, каждой сферой необходимо заниматься полноценно и более основательно. Тогда это будет приносить вам, реализация этой сферы будет приносить вам желаемые результаты, удовлетворение, радость. А если вы это не делаете, то тогда за вас это
будет реализовываться за счет каких-то других чужих людей. То есть другие люди просто заберут ваше время, ваше внимание на свои какие-то дела и потребности. И, соответственно, насколько вам это созвучно, насколько вам это близко, насколько вы хотите потратить большую часть вашей жизни на просто, скажем так, реализацию чужих мечт, реализацию жизни, задач, желаний других людей. И если вы выберете позицию, уравновесив и позицию гармонизации, реализации всех сфер вашей жизни, в частности мы говорим особенно про карьеру и личную жизнь, у вас пойдет волна процветания. Ожидайте ее, просто она как бы уже у вас на пути, потому что карты это показали. Но зависит от вас, насколько вы сможете гармонизировать обе сферы вашей жизни. И да, вам подсказка, вы точно чувствуете, точно и ясно чувствуете данную ситуацию. Вам не надо никакая больше дополнительная подсказка, вы и так все прекрасно понимаете и чувствуете. Доверьтесь своему внутреннему «я». Для вас рекомендация, совет от архангелов согласно вашей жизни. Интересно, что в трансляции вашего описания появилось 3 мужчин, которые начали наблюдать со стороны, чем же мы тут занимаемся. Взрослых, пожилых мужчин, которые, в принципе, просто пришли погулять, позаниматься какими-то своими делами, возможно, тоже посидеть возле этого дома, а здесь место уже занято. Так, и рекомендация для вас от архангелов – это процветание. Архангел Ариил. Ваши материальные потребности удовлетворяются, когда вы следуете своей интуиции и воплощаете в жизнь свои мечты. Понимаете, что очень классно, когда ты доверяешь себе, когда ты чувствуешь, знаешь, видишь, понимаешь, куда ты идешь и свой путь, чувствуешь свой путь, тогда все твои потребности реализуются автоматически. Главное двигаться согласно своему внутреннему духовному навигатору. Мы, конечно, также понимаем, что в период эпохи рыб сознание у людей очень-очень было притуплено, да, и закрыто. И, конечно, когда идет сейчас переход и постепенно сознание людей пробуждается, но это происходит очень медленно. И, конечно, люди нуждаются в помощи. Соответственно, мы практикуем духовные энергетические практики, чтобы помочь себе быстрее очистить, активизировать осознанность, очистить свои энергетические тела, центры и, в принципе, сонастроиться с энергией Вселенной, с энергией новой эпохи. Такой ответ для вас, и мы переходим дальше. Для всех, у кого есть желание, записывайтесь на консультации, на очистки ко мне, либо выбирайте себе соответствующего по духу мастера. И мы переходим дальше. Для всех, кто выбрал цифру 5, для вас расклад на период ретро Марса такой. Работайте над своими магическими возможностями. Как интересно. Узнайте мнение другого человека и пейте больше воды. Я покажу вам карты. Работайте над своими магическими возможностями. Узнайте мнение другого человека и пейте больше воды. В период ретро Марса для вас задача развивать свои духовные, магические, эзотерические способности. Узнайте мнение другого человека. Я чувствую, что здесь рекомендация идет записаться, пройти консультацию у специалиста. Повторюсь, астролог, нумеролог, фэн-шуй мастер, консультант, энергоцелитель. Выбирайте, кто вам созвучен, кто вам близок, и записывайтесь к этому человеку на консультацию, чтобы узнать о своих способностях эзотерических, духовных, чтобы смочь их развить, раскрыть, понять, принять свои способности, свои силы
и научиться с ними взаимодействовать, не бояться этого. Я считаю, что эзотерика проявлена в очень многих сферах жизни, сферах деятельности, начиная от психологии, психотерапии, не говоря там про уже целительство энергетическое, про астрологию, нумерологию, там фэн-шуй, про садоводство в том числе. Я считаю, что это все про врачевание, медицину, особенно если это с использованием нетрадиционной медицины. Это все духовные, энергетические, эзотерические способности, интуитивные, которые помогают достичь более гармоничным способом желаемых результатов. Это есть талант, это есть благо, которое человек принес с собой сквозь несколько жизней, через которые он практиковал и развивал свои способности. Пейте больше воды. Постарайтесь в течение периода ретро-Марса понимать, что ваш организм нуждается в пополнении или гармонизации водного баланса. Постарайтесь не забывать пить воду и взять это как за основу на период этого времени. И каждый раз, если будет либо стрессовая ситуация, либо просто в течение дня, понимайте, что выберите просто воду. Не выберите кофе, не выберите колу или что-то еще, выберите просто воду. Ваш организм нуждается в воде. Возможно, Марс как-то будет касаться вашего, скажем так, здоровья, да, и помогать своим почкам, помогать лимфатической, кровеносной системе через выпивание большего количества воды никогда не бывает лишним. Итак, пойдем дальше. И для вас рекомендация от архангелов на период ретро-Марса. Учитесь и учите. Архангел Задкиил: откройте свой разум и внимайте новым идеям, а потом учите других тому, что постигли сами. Очень созвучно. Развивайте свои духовные эзотерические способности. Не бойтесь показать. Возможно, вы уже обучались, возможно, вы уже обладаете знаниями, которые вы могли бы передавать дальше другим людям. Не подавляйте это в себе. И я благодарю вас за участие. Всем желаю хорошего дня, хорошего времени суток. Я выпью теплый горячий кофе, но кто-то может выбрать для себя воду, чай, кто-то может выбрать для себя какой-то интересный, вкусный сок свежевыжатый, либо концентрированный. Выбирайте то, что вам близко. Но вода – это основа всего. Об этом мы помним, так как мы всегда находимся в ее обители, когда рождаемся, и мы содержим ее в себе. И, в принципе, вода является зарождением жизни и очищением для физического тела. Соответственно, это база нашей жизни здесь и сейчас. Во благо